Знаете таких людей, которые уже с утра сходили в тренажерный зал, побегали, проехали 50 километров на велосипеде? Я знаю. И буквально через 30 минут мы уже поедем общаться с нашим первым спикером. Поэтому, если вы на спорте, то обязательно посмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Пхукет такой многогранный. В этом видео будет очень много спортивных мальчиков и красивых девочек. Мы приехали на дамбу, чтобы встретиться с Романом, и мне очень интересно задать им вопросы про вид спорта, которым он занимается. Роман, чем вы занимаетесь? Данным утром я занимаюсь велосипедным спортом. Как давно ты живешь на Пхукете, как давно ты в этом спорте? На Пхукете довольно давно, если считать по пхукетским меркам, это уже пошел 10-й год. Ну и я приехал сюда с велосипедом. Правда, велосипед был другой. Я думал, что Жизнь была другая, да? 100% жизнь была другая. Ну и ожидания от Пхукета были другие. Но жизнь меняется, велосипеды меняются, пристрастия в жизни тоже меняются. И поэтому вот сегодня я такой, вот с таким другом. Расскажи, насколько у нас большая тусовка именно людей, которые катаются на велосипеде, где их можно встретить, и если кто захочет, можно ли на Пхукете приобрести классный инвентарь? На самом деле здесь довольно много таких спортивных субкультур, и они делятся на языки. То есть есть тайская субкультура, там велосипедистов, англоговорящая, русскоговорящая. Иногда они пересекаются, но в большей степени каждый катается вот, там, сам по себе, либо с каким-то узким кругом людей. Но иногда бывают воскресные выезды куда-то за пределы Пхукета, через мост Сарасин и там чуть ли не в Краби, либо Пангну, то есть там большие объемы накатывают. Поэтому если вы переживаете в плане нахождения компании, с которой вы будете заниматься любым спортом, то не переживайте. Комьюнити здесь довольно разностороннее, разношерстное, люди с разным уровнем подготовки. Кто-то едет быстро, кто-то медленно. То есть можно будет подстроиться и найти адекватных партнеров. А в плане снаряжения, ну, какие-то базовые вещи, да, можно найти. Кстати, можно брать велосипеды в аренду. Где? Скажи прям, где можно найти комьюнити? Там Facebook, какие-то телеграм-каналы, интернет просто поиск и по инвентарю. Ну вот ты перечислила те площадки, где что можно искать себе типа, друзей. Байк Пхукет, типа вело Пхукет. Ну вот если говорить про эту локацию, где мы находимся сейчас, банда Дамба Маник, Чернгталей, и в Бот-авеню есть классный магазин Siam Bike, где можно взять классную технику в аренду и, во-первых, попробовать, насколько вам будет комфортно заниматься велосипедным спортом на Пхукете, ну и потом можно уже купить, либо если вы едете на короткий срок, там на неделю, на две, может быть, и нет смысла тащить с собой велосипед, можно просто взять в аренду и там же у них спросить, когда у них будет какой-то очередной выезд, потому что они даже отправляют экспедиции куда-нибудь на север Таиланда, загружают там 5, 10, 15 велосипедов, отправляют их Круто. Перевозчиками, да, дают вам несколько тайских гидов, и вот там можно прям покататься довольно долгий промежуток. Слушай, мне кажется, это вообще классно, когда все это организовано под ключ. И давай немножко еще проговорим, насколько климат, да, ну как ты, возможно, готовишься к выездам, и насколько климат плюс вообще 30, вот он влияет на этот спорт. Климат подходящий, потому что ну, тут постоянно тепло. То есть, не жарко? Ну, жарко это другой вопрос. А то, что здесь не холодно, то есть почему велосипедисты зимой ездят, потому что холодно. Смотря где. По снегу особо не покатаешься, а здесь же, считай, 30 градусов круглый год, и поэтому даже зимой сюда приезжают спортсмены, триатлеты тренироваться на базе комплекса Таньяпура, где есть длинный олимпийский бассейн, плюс там техническая поддержка, тренеры, и вот как раз рано с утра можно увидеть, как люди, у которых есть мышцы даже на ушах, вот, они вылетают со скоростью 50 км в час на аэровелосипеде и улетают
Ну, для меня, если честно, расстояние 50 километров – это очень большие расстояния. А для тебя это обычная тренировка с утра перед кофе? Ну, на самом деле, если мы говорим про шоссейный велоспорт, это маленькое расстояние. Потому что если посмотреть на объемы спортсменов, ну то есть там 100, 150, иногда 200 километров за день проезжают. Поэтому, опять же, все зависит еще от рельефа. Потому что одно дело ехать по ровной дороге, там 50 километров, другое с вот таким градиентом, где тебе приходится набирать высоту, а это более энергетично затратно. Поэтому можно поехать по береговой линии, там через перевалы, и там 50 километров могут стоить совсем других калорий. Скажи, Поэтому... какие перевалы, чтобы зрители конкретно понимали локации? Ну, мне очень нравится дорога на Найтон с Бангтау. Там есть несколько таких интересных подъемов, энергозатратных, когда пульс улетает в небеса. Потом такой спуск, можно слегка выдохнуть, передохнуть, и потом следующий. Плюс там немного транспорта и довольно зелено, красиво. Ну, если хотите пожестить, то можно попробовать переехать с перевал Патон в Кату. Ну, там Вау! для суровых ребят. Очень для суровых ребят. И еще есть интересная горка, это подъем на Биг Буду. Также для особо отъявленных можно попробовать. Но ты же здесь живешь, просто хочется понять, откуда люди переезжают сюда. Я родом из Украины, город Днепропетровск, сейчас называется город Днепр. Поэтому, да. Но Пхукет твой второй дом? Уже да. Ну, за 10 лет я точно привык к этой местности, хорошо ее изучил, и мне здесь хорошо. Подскажи, Роман, как часто тебя грабили в Таиланде? Ни разу. Это именно то, что я и ожидала ответить. Да нет, здесь вообще на изи можно оставлять вещи, забывать их, потом возвращаешься, либо за тобой официант может бежать и желать вернуть тебе твое портмоне полное денег. Ну, я про Патонг не говорю, потому что это вообще как бы отдельный регион, там много разных людей, но в целом это довольно безопасная страна. Мне есть с чем сравнивать, и поэтому могу сказать, Таиланд это просто азиатский санаторий. И подскажи, кем ты работаешь, чем ты занимаешься здесь? Я руководитель отдела продаж строительной компании Serene Innovation and Developments. Мы строим, проектируем и управляем курортной недвижимостью на Пхукете. Мы оставим обязательно всю информацию. Можно на тебя ссылочку прикрепить на Инстаграм? Да, пожалуйста. Какие-то соцсети? Я легко доступен. Легко доступный Роман. Шутка, шутка, мы серьезные люди. Поэтому обязательно оставим информацию. Можно будет подписаться на Романа и задавать им вопросы. Можно ли с тобой покататься? Смотря где. Пхукет предлагает очень много возможностей по спорту. Это бег, велосипед, плавание. Подождите, молодой человек, скажите пару слов. Я хочу вас кое-что спросить. Антон, спасибо большое, что согласился на интервью. Как правильно представить себя? Триатлонист, триатлет? Триатлонец, триатлет, ну как Трикотлет? Ну, трикотлет можно, Трикотлет? да. Трикотлеты Серьезно? это больше мне по душе. Прикольно. Суть этого видео в том, что я хочу рассказать, насколько у нас Пхукет разносторонний. Расскажи, чем ты занимаешься, какой у тебя график по спорту. Я занимаюсь триатлоном, и у меня график по спорту жесткий. Вот, как ходят сейчас мемы с Жириновским, не скулите, у меня примерно от 10 тренировок в неделю. Вот. Обалдеть. От 10 тренировок в неделю, это я встаю в 6-6:30, делаю первую тренировку, завтракаю, еду на работу, приезжаю с работы, опять тренируюсь. Расскажи, пожалуйста, я, как житель Пхукета, вижу, что у нас иногда просто перекрывают улицы, либо везде плакаты о том, что дорога закрыта, и у нас проходит либо Ironman, либо какой-то марафон. Как тебе по организации, участвовал ли ты в соревнованиях на Пхукете? Да, очень классная старая гонка проходит на Пхукете, называется Лагуна Триатлон. Она уже проводится более 30 лет. Вау. На Пхукете, да, более 30 лет. Ее
На эту гонку приезжают олимпийские чемпионы, чемпионы мира Вау! по Ironman. Э, Ты знаком с кем-то из них? Ну, Делал селфи, типа? селфи, к сожалению, нет, потому что вот в этом году, когда я бежал, 17 ноября, я просто проезжаю на велике в транзитку, ну, то есть перед соревнованиями поставить свой велик, где все велики стоят. И я просто еду и вижу призера Олимпийских игр. Он вот так просто проезжает, и я чуть с велика не упал. Я такой, вау! Невероятно! Ну, то есть это вот так бывает. И это не только олимпийские призеры, да, участвуют, и много звезд в триатлоне, которые известны в этих кругах, приезжают на Пхукет и тем самым добавляют известности этому мероприятию. То, что касается организации, ну, все было выполнено на, так сказать, ну, из 100, ну, я думаю, на 98% точно. Слава богу, мы молодцы, слава богу. 100% молодцы. Единственная сложность – это погода, но... Ну, это условия, которые... Да, такие условия, Да. и тем более интересно, потому что люди, которые приезжают с Европы, там совсем все по-другому, и когда они приезжают на Пхукет, у них уже пульс на 10-15 ударов повыше, Вот, и да, нагрузка, кстати, и так как далее. ты готовишься, вот, допустим, как ты готовишься, я не знаю, специальный крем дополнительный, либо ты там что-то пьешь, потому что климат все-таки отличается, да. Как привыкнуть к этому климату здесь? Ну, к климату нужно просто привыкнуть, нужна стабильность, постоянные тренировки. И, естественно, если ты начинаешь, если ты новичок, например, то лучше начинать тренировать с утра или вечером, когда более-менее Давай прохладно. во сколько вот утром, если? Ну, если прям лучшее время, то, конечно, лучшее время это 6:30, вы уже должны бежать, потому что биочасы, ваш организм просыпается, выделяет кортизол, и то есть самое лучшее время, чтобы его утилизировать и не носить вред своему организму, это если по-биологически. А если по ощущениям, да, чтобы было классно, ну, это тоже лучшее время, потому что вы выбегаете, рассвет, это утреннее солнце, Ты прям сквозь кайфуешь, зелень. я смотрю, как ты такой прям кайфуешь. Это реально очень круто, потому что ну, мы живем в таком ритме, особенно на Пхукете, у нас куча людей окружает, информация, коммуникация. А утром это просто птицы. В 6:30 они как по будильнику начинают петь. Вот это утреннее солнце, зелень, вот эти краски, и ты один. Мне интересно, ты говоришь, ты один, но опять же у нас же есть какая-то тусовка, люди собираются, вместе бегают. Да, на Пхукете очень большая, крутая беговая тусовка. Где искать? Вот, допустим, если я хочу заняться, куда мне идти, где искать информацию? Вот, я думаю, можно будет оставить ссылочку на ребят, на большой. Ребята уже несколько лет собирают большое комьюнити беговое, и не только беговое, и спортивное. У них есть Telegram, чат большой, группа, там есть, показывают соревнования, старты, они каждую да, давай, субботу... почему бы нет, да. давай оставим обязательно. И вот это беговое комьюнити, оно собирается каждую субботу на дамбе в Кату. И... А я видела, кстати, у меня девчонки некоторые бегали. Вот, да, да, это да. очень круто. И вот когда сезон, там собирается до 30 человек, там они делятся на группы под каждый свои по силам и бегают, и Да, я это видела. очень круто. Такой социальный бег, это тоже очень классно. Есть такое понятие там в велоспорте кофе-райд, это когда вы просто выехали там группой ребят, просто покатались, накатали объемы, там 50-100 километров проехали. Для меня до сих пор это цифры какие-то колоссальные, честно, как бы для меня это too much. Ну, но да, за наверное, кофе можно. За кофе можно. А если потом тортик, еще что-нибудь и не только, то это... Триатлон, понятно. Как бы где Да. это проходит, мы уже поняли. А что насчет, например, скайранинга? Потому что у нас очень много зелени. Вопрос, бегают ли там люди? Потому что говорят, что это очень опасно для здоровья. Слушай, ну, трейлы на Пхукете бегать нужно. Ничего в этом опасного Ничего нет. там безопасно. Ну и безопасного тоже, шучу. Ничего опасного в этом нет. Вот как кажется, да, ты смотришь джунгли, Да. и ты туда зайдешь, там сейчас Да, питон, 100%. баран за ногу, обезьяна тебя Да. сверху напрыгнет и унесет И паук еще пауку, где-нибудь да. вот здесь вот, да. Вот, в общем,
Я, вот, кстати, вот тут недалеко в джунглях, я прям забегал туда в джунгли, бежал по какой-то там речке, нашел какие-то водопады. Ну, и я видел и змей, и варанов, и даже черепах. И даже Мне кажется, черепах, черепаха да. самое безобидное сейчас, что было. Вот, так суть в чем? Во-первых, они сами боятся больше нас. Ну, примерно за метров 20 они тебя видят, и они исчезают, убегают. У них свой тренировочный Свой план. тренировочный план, да. Единственное, что может быть неприятным в джунглях, это паутина, в которую ты можешь попасть, увидеть этого паука. Ну и на Пхукете нет таких пауков, которые тебя укусят, и ты умрешь. Поэтому можно не Откуда бояться. ты знаешь? А я интересовался, Ты потому интересовался что тоже, специально, да? да, потому что первый раз, мне хотелось попасть в эти джунгли, но у меня были такие же страхи. Но потом я туда, когда побежал, во-первых, там есть тропинки, тропинки местных фермеров, которые живут в этих горах, джунглях. Они их там натаптывают, и ты по ним бежишь. И в целом местная флора и фауна знает, что тут есть люди, и здесь лучше не находиться, они тебя могут там нанести какой-то вред. Какое приложение ты используешь? Там All Trails, либо Maps.me, либо еще какое-то? Strava. Угу. Я использую Strava. В Stravе можно посмотреть все маршруты, кто где бегает. Ну и, кстати, Maps.me. Maps.me тоже много маршрутов. Вы просто открываете и идете по навигатору, и он вас, кажется, ведет Да, и в ты джунгли, в надеешься, неизвестность. что дай бог, ты дойдешь. Я на самом деле тоже хотела вот там вот сходить в эту гору. Я видела это Maps.me трек, но когда я подошла к началу маршрута, я подумала, что все равно как бы, страшновато. Страшно, нет, Есть действительно все есть равно, такое. как бы, что вот, знаешь, как у нас правило, купаешься только до заката, когда темно, типа, ты не плаваешь. То же самое, если ты гуляешь, то ты гуляешь, как бы, по территории, там, асфальтированной. Как-то вот в Таиланде так принято. А это знаешь, с чем связано? Мы же люди, и все, что нам неизвестно, нас пугает или вызывает стресс или дискомфорт. Вот, например, ты у себя дома в Красноярске, но ты же влез в любую... Легко, изи просто, вообще. учитывая, что в Красноярске медведи, да, могут быть, Ну и да. так далее. Вот, как бы, казалось бы, варан, который тебя боится, и медведь. Но там у нас только клещ и медведь. Ну Все. и медведь. Ну, для тебя известно, ты все понимаешь, Да, что лес, он понятный. Ты можешь лечь в травку вот так, голышом, и не бояться, что с тобой Подожди, что-то это ролик, произойдет. это промо Таиланда. Да, Мы вот. не падаем в ностальгию. Не, я просто хочу объяснить пример, что тут тоже можно так делать, но так как ты этого еще не делала, для тебя это неизвестность, и это пугает. Поэтому нужно просто перебороть себя, очень сильно получить удовольствие от того, какая невероятная природа здесь на Пхукете, в Таиланде, как выглядят джунгли не только снаружи, как мы их видим с дорог, когда едем на мопеде или на машине, а как они выглядят внутри. Особенно советую это утром, еще раз, да, в 6:30, там, в 7, и там с 4 до 6, золотой час, и вот это очень прекрасно, это очень красиво, прям чувствуется жизнь, природа, когда вы находитесь внутри джунглей. Вот. Да, у нас сейчас короткий блиц. И первый вопрос, Антон, подскажи, сколько раз тебя грабили на Пхукете? 0. Прекрасно. Это именно то, что я хочу показать. Кейс. Кейс. Года 2 назад я серфил, увлекался серфингом, было очень интересно, и это было на пляже Ката. Я оставил на приборной панели своего байка телефон, туристический сезон, туристический район. И я просто на 2 часа ушел серфить, я вернулся, все лежит на своем месте. 1000 людей прошло за это время, за эти 2 часа мимо моего байка с телефоном, и он на месте. И подскажи, кем ты работаешь? Я работаю маркетологом в строительной компании SID Thailand. Вот. Мы строим будущее Пхукета, поэтому если видите наши проекты, такие как The Momentum, Sirin Konda Surin и другие, не стесняйтесь, мы всегда вам предоставим лучшее качество. Круто сказано. Очень круто. Я поддерживаю, абсолютно согласна. Спасибо большое, Антон.
Ты побежал домой, наверное? На работу. На работу? Ну, а мы поехали дальше. Мы переехали с улицы в помещение, как мы заметили, и я вам хочу рассказать про один вид спорта, которым я сама занималась, и он мне очень близок. Поэтому я сейчас у прекрасных дам в студии, танцевальной фитнес-студии FemFlow. Девочки, вам слово. Расскажите о себе. Как давно вы на Пхукете? Меня зовут Ирина. Меня зовут Мария. В Таиланде я проживаю уже порядка 12 лет. Обалдеть. Да. Это прям очень круто. На Пхукете не так давно, около 4 лет. До этого я жила в Паттайе. Вот, но судьба занесла на остров, что мне очень нравится. А ты сколько? Я чуть меньше, я живу на Пхукете всего 3 года, но мне очень нравится это место. Я сама преподаю пилон, до сих пор пока преподаю пилон. У меня большой бэкграунд, тренерский и соревновательный в том числе. Да, это моя стезя. С Ириной мы здесь познакомились на острове, и для Ирины это хобби, увлечение. Я, честно, ни разу не занималась именно экзотикой. У меня был больше спорт, либо акробатика. Кто может прийти в экзот? Ну, то есть там, и кто к вам ходит, на самом деле, туристы либо экспаты? Наверное, наша локация, она предполагает все-таки тот контингент, который проживает постоянно на острове. Это экспаты, это длительные зимовщики, так скажем, кто на острове пребывает более 3 месяцев в год. И мы ориентировались на эту аудиторию, которая здесь живет постоянно, как на русскоязычную, так и на англоязычную. Расскажите, какие у вас есть опции, да, допустим, я хочу пойти на экзот, а может быть, что-то у вас еще есть в студии, какие-то уроки, я имею в виду? У нас представлено более 10 различных направлений, то есть это не только пилонные направления, это также и другие танцевальные, такие как стрип-пластика, хай-хилс. У нас есть авторское направление леди-дэнс в кроссовках, это такое смесь герли хип-хопа, вога, хай-хилс. Это тоже интересно, кстати. Да, был большой запрос, чтобы танцевать все-таки не на каблуках что-то, и мы этот запрос от аудитории услышали. Про комьюнити интересно, допустим, я одна, и мне страшно, никого не знаю. Вот есть ли шансы, что я заведу тут себе подружек? Это вот Какие-то как раз нетворкинги? одно из самых главных и важных, о чем мы думали вообще при открытии студии, да, и нашего проекта. Действительно, остров, очень много экспатов, люди уже сформировавшимися там годами, какими-то компаниями, своими друзьями, они приезжают и очень часто чувствуют себя достаточно одинокими, они не знают, куда бы они могли пойти, встретить друзей. В ресторане ты же не будешь, там увидел кого-то, кто тебе понравился, подошел, привет, давай дружить. Вот, а здесь у нас очень как раз такая располагающая обстановка, девочки-единомышленницы, они приходят и на классах расслабляются, начинают дружить, начинают взаимодействовать, и мы очень рады наблюдать, как девчонки сплочаются, действительно находят себе настоящих подруг, друзей, потом общаются с семьями, и это одна из важных целей, которую мы как бы преследуем. Хочу добавить, что так как к нам собираются, в принципе, в танцевальную студию, девушки собираются прийти буквально годами. Они греются, они думают, они мечтают, они не решаются, потому что они думают, что они сейчас придут в класс, в танцевальный зал зайдут, и там будут стоять такие надменные bitches, У которых У которых шпагат, всё- да, шпагат, идеальная да. фигура. Все Они всё же всё умеют. умеют. Тренер, который будет так вот смотреть на умение, так скажем, да, и оценивать. На Прям самом... ты точно понимаешь вообще все вот такие вот да, представления. эти боли, Как бы да. это так, Это прям кошмарный так. сон Да, любого это кошмарный начинающего. сон. На самом деле все приходят и все заняты собой, все сфокусированы, сконцентрированы, очень самокритичны к себе, сконцентрированы на своем результате, на своих страхах. И нет такого, что ты пришел, а тебя кто-то осуждает. Опять-таки тренер, наоборот, максимально старается помочь тебе адаптироваться. Он тебя встречает, знакомится с тобой, рассказывает тебе, что это за направление, какая у нас будет тренировка. Все девочки друг другу улыбаются, и все на самом деле находятся в одинаковых условиях, как сказала Ирина, в условиях, когда хочется найти новые связи, хочется познакомиться и подружиться.
А про тренерский состав это получается все русскоговорящие? Ну, если есть какой-то перечень стран, можете как раз обозначить. Мы открылись не так давно, пока на данном этапе у нас сейчас весь тренерский состав, он русскоязычный, это не обязательно инструктора из России, но русскоговорящие. Мы решили начать с сегмента, так скажем, который для нас более понятен, более безопасный, на наш взгляд, да, то есть для того, чтобы научиться понять все внутренние процессы. И вот сейчас уже мы начинаем внедрять, мы начинаем поиск новых инструкторов англоговорящих, потому что есть цель привлечения также англоязычной аудитории. Очень рассчитываем на локалов, нам это интересно. Мы находимся за границей, получается вот этот международный опыт общения, опять же, это, мне кажется, это очень, очень классно. При том, что у нас уже есть часть аудитории англоязычной, то есть к нам ходят девочки из Австралии, Америки, Европы, из Азии, таечки ходят, мы отдельно радуемся таечкам, вот, поэтому инструктора у нас говорят на английском языке, и да, мы очень нацелены на увеличение англоязычного сегмента нашей. Да, я хотела отдельно сказать про студию. На самом деле, далеко не в каждом даже спортзале на Пхукете есть душевые. Мы уже не говорим про отдельно здесь для снятия макияжа. Тут у нас какие-то еще были палочки, отдельно, по-моему, дезодорант, резиночки, дезодорант. Ну, как бы на самом деле, да, тут чувствуется... Не хочется говорить, но вот чувствует это русский как бы бизнес, потому что реально мы понимаем, какую высокую планку надо как бы делать, да, для того, чтобы гости были довольны. Вот я, честно, получила удовольствие от того, как оформлены душевые, ну душ, да, отдельно шкафчики и вот женский туалетный столик меня впечатлили. Да, опыт просто нахождения в других студиях и вообще на Пхукете, да, и в принципе и в России даже не везде такого уровня сервис можно найти. Мы очень гордимся, да, мы долго продумывали, что именно мы хотим предложить нашим гостям и чего так не хватает, Мы это все предусмотрели, да, мы хотим действительно, чтобы девочки могли приехать, потому что у нас очень много клиентов, которые ходят не на одну тренировку в день, они совмещают это действительно с работой, они могут здесь и покушать, и поработать, и сходить на несколько тренировок, и провести свой день, пообщаться с подружками в нашем фитнес-баре. И мы очень этому рады, когда девчонки не хотят уходить, они здесь сидят часами, наши инструктора тоже, у нас настолько такую атмосферу мы создаем даже рабочую, что наши инструктора не хотят уходить домой, они говорят, а можно мы где-нибудь поставим какую-нибудь себе раскладушку и будем здесь жить, потому что действительно в нашей студии есть абсолютно все, что может понадобиться человеку в любой момент, и не нужно покидать стены наши, не уходите, приходите, оставайтесь, приходите и не уходите. Сегодня у нас блиц, он продолжается, задаю этот вопрос всем, и мне интересно посмотреть на реакцию. Ирина? Нет, на самом деле очень простой вопрос, скажите, сколько раз вас грабили в Таиланде? Байк угоняли. Один раз за 12 лет. Ну, это прям было такое мошенническое действие тех людей, у которых мы и арендовали байки. То есть у них там прям была такая схема, да. Они сдают в аренду, отслеживают твой адрес, и на следующее утро у тебя не оказывается байк. Они просто приезжают со своим ключом. Но это больше исключение, чем правило, конечно. Мы себя здесь чувствуем гораздо безопаснее и комфортнее, чем где-либо. Меня ни разу не грабили, да, я пожила немножко в Дубае, на Бали, в Северной Корее, в Южной Корее, конечно же, в Южной Корее. Есть с чем сравнить, то есть для меня Таиланд это очень безопасное место, ну, разве что которое может переплюнуть Дубай. А вот за детскую безопасность как вы переживаете? Ну, детки у нас обучаются в международных школах, и там, конечно, уделяется отдельное внимание безопасности детей. Обязательно электронные везде ключи, охрана, пропуски, да, списки родителей. То есть даже бывает такое, если ты пораньше ребенка забираешь, тебе обязательно фотографируют, с кем ребенок ушел. То есть
Поэтому на территории школы, когда ребенок наш находится, нам как-то абсолютно спокойно, безопасно. В этом плане вообще все супер. Спасибо большое за интервью. Я к вам точно приду на экзот. Вы мне однозначно продали эту идею. Ну что, а мы едем дальше? Сегодня мы в гостях у Марины, мы пришли в ее замечательный зал, и это зал кроссфита на Бангтау. Марина, подскажи, сколько лет ты живешь на Пхукете и чем ты занимаешься? Всем привет, меня зовут Марина Лютен, я живу на Пхукете более 11 лет, и я владелица и главный тренер в зале. У нас зал, официальный зал кроссфита и хайрекса, и также на студии бодискульптинга. А здесь куются красивые тела, как физически, так и ментально сильные. Я пришла с таким вопросом, что очень часто я слышу от туристов, они говорят, что на Пхукете скучно, нечем заняться, у вас только пляж. И вот я хочу узнать, как у человека тут прожил довольно долго, как ты считаешь, на Пхукете скучно? Вообще не скучно. Если лет 10-11 назад тут не было скучно, ну, я такой человек, мне некогда скучать вообще в принципе. А сейчас нет, не скучно. Это, наверное, все зависит от того, какие потребности, какие желания. И, в общем-то, если приезжаешь просто там валяться на пляже, да, наверное, это будет через день-два, это, наверное, будет скучно. И начинает что делать после того, как ты устал? Вот ты устал от пляжа. Куда можно пойти? Окей, я так думаю, что можно пойти в спа. Если ты устал от спа и устал от пляжа, можно пойти в зал кроссфита. Расскажи про людей, которые к тебе приходят. Это чисто русская комьюнити, либо это интернациональная. И вот мне еще интересно, к тебе больше приходят экспаты, либо туристы? У меня комьюнити международное, то есть всегда, в принципе, так было. У меня абсолютно все здесь, вот, так скажем, и национальности. И по поводу экспаты либо туристы, у меня больше процентов 90 это экспаты, даже 95. И туристы, в основном туристы это люди, которые приезжают на зимовку, то есть такие, так скажем, долгосрочные туристы. А так у меня все это люди, которые здесь живут, которые занимаются бизнесом. Самые красивые люди на Пхукете. Вот мне интересно как раз насчет, вот если мы говорим про комьюнити, если соревнования на уровне Пхукета, либо это какие-то тайские соревнования, то есть человек сюда приезжает, допустим, отдыхать, может ли он параллельно, если во время попасть, поучаствовать в соревнованиях именно в Таиланде? Момент такой по поводу именно официальных соревнований по кроссфиту, это всегда анонсируется. Допустим, мои последние соревнования были в октябре, причем я выступила на кроссфит соревнованиях сначала в Малайзии 2 дня, там просто машины были, там просто реально, я соревновалась просто... Это были локалы или это были... Это были в Малайзии, то есть это были азиатские, все, туда могут приехать вообще все, кто угодно, но само собой нужно регистрироваться заранее. Через неделю я поехала в Чангмай проводили кроссфит мастерс, тоже официально лицензированное кроссфит соревнование. Вот, это очень классно, это такой всплеск эндорфинов, это гормональный такой просто всплеск, и вот ты на этом драйве, да, тебе тяжело, у тебя там просто вообще особенно когда они 2-дневные ивенты, допустим, и ты у меня постоянно тяжелая ночь между первым и вторым днем, потому что я понимаю, что я прошла эту жесть сегодня, мне нужно переспать эту ночь, у меня следующий день будет очередная жесть, это просто и вот этот вот момент ожидания. Вот, но помимо этого у нас еще есть такие мероприятия, как Спартан Рейс. То есть, они, кстати, на Пхукете набирают популярность. Да, но Спартан Рейс для меня это такой, так скажем, пройденный этап, потому что это бег с препятствиями под джунглям, да, это все было классно, я в свое время там что-то бегала, это было прикольно. Там есть у них такое еще направление Hurricane Hit. Hurricane Hit это, то есть, тренировка на выносливость в течение 4 часов, либо 12, либо 24. 4 часа я проходила и во Вьетнаме, и в Таиланде я проходила, также 2 раза 12-часовые. То есть мы уходим в ночь, и всю ночь, 12 часов, мы выполняем просто разную жесть вообще, какую там могут там придумать только организаторы. Но самый такой парадокс, каждый раз после вот этих соревнований, во время них я психую, я никогда больше не пойду, никогда, все, потому что здесь не просто физически, здесь ментально себя проверяешь. Проходит полчаса, открываешь телефон и ищешь следующий. Вот каждый раз это просто я думаю, Марин, пора лечиться. Но на самом деле последний раз, когда вот эти были 12-часовые забеги, то есть это не бег, это
Полоса препятствий. Там просто было жесть, просто жесть. И нам вот сказали написать на одном мешке, почему мы здесь, я написала зависимость. То есть как бы я была честна, это зависимость. Если человек попадает в кроссфит, в общем, то он уже все, он как бы зависим. Либо человек может просто начать здесь, в вашей студии, потом поехать домой и прямо захотеть вернуться еще раз. Да, однозначно. В принципе, еще, Марин, в основном были те, кто начинали, как бы, люди продолжают. Еще хотела спросить про климат, потому что на самом деле у нас здесь, в Таиланде, климат не такой уж и простой. Вот, допустим, человек, допустим, возьмем там из России, да, из минус 30 он приехал. Через какое время ты рекомендуешь прийти ему вообще в зал заниматься, либо на кроссфит? Ну, то есть какой-то период адаптации есть под эту жару, под эту Нет, влажность? вообще все индивидуально. Абсолютно все индивидуально. Например, если меня это касается, я куда-то уезжаю, там другой часовой пояс, я лечу, меня трясет в самолете, прям все быстрее, и все, я на следующий день бегу на тренировку. Понятное дело, если я прилетаю, например, там, в 6 вечера, мне нужно поспать, потому что я летела 12 часов, да, я не пойду там в 7 вечера на тренировку. Здесь все индивидуально, кому-то нужно там, я не знаю, там, может быть, там день, там, 2. Но по мне так затягивать не нужно, потому что, это не говорит о том, что должен прийти там и сделать, там, не знаю, там, 50 трастеров, 50 становых тяг, там, и на байке 300 калорий. Нет, это можно прийти потихонечку, там, с легкими весами, потихонечку, то есть смотреть все по ощущениям. То есть это зависит вообще от очень многих факторов, скажем так. В общем, за 11 лет на Пхукете, да, ты как бы не растаяла, да, этот климат тебя не сломал, ты осталась такой же безумно заряженной. Нет, не сломал. Единственное, что мне здесь не хватает, когда я жила в Сибири, в Сургуте, то есть вот этот, как сказать, не хватает вот, допустим, даже взять Бангкок, это город, и то есть люди, они прям все до работы, после работы, они там на тренировку, либо там какой-то на функциональный, там на пилатес, на кроссфит, то есть все, у них там движ. Где-то там в больших городах там также. То есть да, Пхукет, он такой, здесь, такая тоже своего рода проверочка, потому что очень многие приезжают, и как здесь говорят, накрывают сабай. То есть здесь, мне не нужно вот это накрывать сабай, потому что меня накрыл сабай. Я люблю движение, потому что движение это вообще, это в принципе, это то, что нам необходимо ежедневно. Ежедневно нам необходимо нашему телу, и мышцы нам нужны тоже для того, чтобы мы полноценно функционировали. У меня вопрос. Да. Вот, допустим, по оправданию, что тайская еда, они добавляют много сахара, следовательно, кто ее ест, очень... Я вообще не знаю, как можно сохранить форму, тело хорошее, при этом питаться там рисом. Какие заведения ты можешь порекомендовать, где можно пойти поесть, либо где ты покупаешь продукты, которые прям крутого качества? Вот что касается меня, у меня, конечно, очень все индивидуально. По поводу, допустим, тайской еды, да, я когда сюда приехала 49 килограмм, я набрала килограмм 8, наверное, здесь, на тайской еде, на веганской. Я очень много ела риса, который я не ела в России, я там ела постоянно гречку, там, грубо говоря. И, в принципе, вся еда, у нее какие-то там есть добавки, и, сахар. И усилители вкуса, и сахар во всей еде, в принципе. И, рекомендовать заведение, допустим, я стараюсь больше питаться у себя. То есть, когда, например, там у меня не было кафе, я готовила себе дома, это все минимально, потому что, еще раз говорю, что еда – это не источник удовольствия, это топливо, то есть все должно быть легко и просто, поела все и пошла дальше. И, допустим, если есть здесь куда-то я выхожу, хочу где-то покушать, есть вот определенные места, то есть я не ем где-то там везде, я могу есть в итальянском ресторане бокончино крайне редко, потому что это паста, то есть как бы у меня организм очень реагирует. Там есть мой любимый веганский бургер. Где еще? Вот, например, в У-кафе. Да, там, просто мне далеко туда ехать, как бы пробки. Пробки. У меня времени просто туда нет добраться, поэтому в принципе, я всегда ем у себя. И я ем каждый день одно и то же. Много лет. У меня один и тот же завтрак, один и тот же обед, один и тот же ужин и одни и те же перекусы. То есть у меня каждый день, и мне не надоедает. Если, допустим, где-то там я поем там вечером, съела какую-то там пасту, я понимаю, что окей, я поела пасту, и не к тому, что там я поела пасту, я набрала там 500 калорий, сейчас мне нужно сжечь. Нет, я просто понимаю, что паста это не типичная для меня еда, организму будет тяжело на следующий день, он будет у меня, так скажем, своего рода восстанавливаться.
И как бы это не к тому, что плохая еда, каждый выбирает свое, то есть я вообще без осуждения, но мне комфортно вот с определенной едой, которая легкая, простая, поел, она быстро усвоилась, переварилась и чувствуешь себя прекрасно. Я всегда говорю, нужно такую проверочку делать. Поели, пообедали, поужинали, неважно. Сделайте 3-4 подхода по 30 приседаний. Ну, 3 подхода, ладно. Если это невозможно сделать, все, переели, пища забрала, еда забрала энергию. В Таиланде Если сделали спокойно- любое тайское кафе, там какие приседания, там бы встать. Да, я знаю. И еще у меня есть вопрос про Таиланд. Скажи, пожалуйста, сколько раз тебя грабили в Таиланде? Кто? Ну, вот, в принципе, это я и хотела доказать. Но какой-то вопрос такой прям с Нет, подковыркой. вопрос, на самом деле, там и для девушек Что это значит супер грабили? важно. Ну, в плане там грабить, не грабить, ну, наверное, нужно всегда, как сказать, быть начеку. Потому что, да, у меня столько было моментов, что я оставляла ключи в дверной скважине, так спала. 100%. Машину Это не вообще закрываю. классика, если То есть, честно. да, на самом деле я хочу сказать, что здесь, вот, ну, в сравнении там, с какими-то другими странами, очень довольно-таки безопасное место. Вот у меня, допустим, подруга, она отдыхала в Италии. Она просто уснула на пляже, у нее были очки Прада, она проснулась без очков, у нее просто сняли очки, просто подошли и сняли очки. Серьезно? То есть, чтобы Ради понимание очков? было, да. Это Ну давно да, было? то есть в Испанию, это было год назад, наверное, в Испанию приедешь, там уже в аэропорту тебя ограбят. То есть, Здесь как бы, как бы ты можешь спать, ты можешь даже оставить, на самом деле, да, вещи у какие-то. меня сколько раз было, забывала кошельки, я забывала какие-то вещи, я там что-то просто могла там, не знаю, там купить, там заплатить, там и не забрать там где-то в непонятных местах. То есть, ну, как-то, не знаю, наверное, может быть, еще такой момент, что как, не знаю, подобное притягивает подобное, я не знаю, то есть, ну, как-то все равно нужно быть не так, что вот мы расслабились такие, и все там раскидали там вокруг себя там бриллианты, потом ушли, вернулись через неделю, все на месте лежит. То есть, да, в мире много чего изменилось, и, ну, нужно... Надо заниматься кроссфитом, если что, взять что-нибудь. Что взять? Не знаю, вот там офигенные... Клин через плечо, Да, 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 перекинул. Ну да, вот. Спасибо большое, Пожалуйста. я отлично провела время. Мы еще покажем обязательно этот зал. Спасибо Добро пожаловать в большое. царство эндорфинов. Спасибо. Пожалуйста, вам тоже спасибо. Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять важную информацию. И отправьте это видео своим друзьям, кто собирается на Пхукет и занимается спортом.